Мы все слышали, что Первая мировая война погубила Российскую империю. Звучит просто, да? Но, как обычно, дьявол в деталях. Давайте разберемся, как именно война сработала как, скажем, как безжалостный стресс-тест, который шаг за шагом разобрал на части 300-летнюю династию. И правда, как? 300 лет династия у власти, и вдруг раз и за одну неделю все рухнуло. Это ведь не было какое-то медленное угасание, знаете ли? Нет. Это был именно что внезапный оглушительный обвал. Как такое вообще возможно? И вот, чтобы это понять, нужно посмотреть на войну под другим углом. Это не просто причина. Это скорее такой долгий, изматывающий стресс-тест. Понимаете? Не один удар, а постоянное непрерывное давление. И вот это давление вскрыло абсолютно каждую, даже самую мелкую трещинку в фундаменте государства. Все ведь начиналось довольно оптимистично. 1914 год. В стране патриотический подъем. Все уверены в быстрой победе. Но вот в этом-то и была главная проблема. Вся стратегия, вся экономика, все было заточено под один единственный сценарий. Короткая, победоносная война. А что если нет? И вот в этом и кроется, по сути, фатальная ошибка. Вся государственная машина, бюрократия, транспорт, снабжение была, скажем так, мирного времени. Она не была готова к долгой войне на истощение. Ее никто и не собирался перестраивать на военные рельсы. Система была слишком громоздкой и неповоротливой, она просто не умела работать в таком режиме. И, конечно, этот самый стресс-тест очень быстро начал давать результаты. Появились первые трещины. И что самое опасное, возникла настоящая пропасть между фронтом и тылом. Это были как будто две разные реальности одной и той же войны. И вот здесь, пожалуй, самое интересное. Посмотрите на этот разрыв между официальной картинкой и тем, что было на самом деле. Пропаганда говорила о патриотическом долге, о единстве нации. А в реальности? А в реальности были колоссальные потери, дикая усталость и полное несоответствие сводок с тем, что солдаты видели своими глазами в окопах. Доверие к власти, командованию, газетам — все это таяло на глазах. А что в тылу? А в тылу в это же время начала сыпаться экономика. Просто представьте, все ресурсы уходят на фронт. Транспортная система захлебывается, она просто не справляется с таким потоком. Начинаются перебои с едой, с топливом. Огромные очереди за хлебом становятся обыденностью. А цены летят в космос. Каждый день это такое маленькое, но очень неприятное напоминание. Государство не справляется. И вот это все привело к очень опасному психологическому разрыву. Солдаты на передовой были уверены, что в тылу все, так сказать, жируют и прохлаждаются. А люди в городах, стоя в очередях, винили армию. Мол, она пожирает все ресурсы, а победы как не было, так и нет. Понимаете, две части одного народа начали смотреть друг на друга с подозрением, с ненавистью. И все это, конечно, щедро удобрялось слухами и недоверием. Ну, хорошо, с экономикой и настроениями понятно. А что же власть? Ведь системный кризис всегда усугубляется, когда на самом верху вакуум. И именно это и произошло. Доверие к власти рухнуло окончательно, сделав управление страной, по сути, невозможным. И символом этого распада стала, конечно, распутинщина. Тут дело даже не в том, какое реальное влияние имел Распутин, важно то, кем он стал в глазах общества. Он стал живым символом прогнившей некомпетентной власти, оторванной от народа. Любое решение, которое исходило от двора, автоматически воспринималось в штыки, просто потому что, распутинщина же. Но, пожалуй, был один шаг, который стал для монархии по-настоящему роковым. Август 1915-го. Николай II решает лично возглавить армию и уезжает в Ставку. Казалось бы, сильный ход. На самом деле катастрофа. Почему? Да потому что с этого момента абсолютно все военные неудачи — это его личные неудачи. Он своими руками связал судьбу династии с исходом войны. И это был конец. Последние остатки авторитета просто испарились. И вот мы подходим к финалу, к точке кипения. Февраль 1917 года, Петроград. Все эти линии напряжения, экономические, социальные, политические, они все сошлись в одной точке, в одно время. События начали разворачиваться с какой-то бешеной скоростью, буквально по дням. 23 февраля начинаются женские протесты из-за очередей за хлебом. Просто из-за хлеба. 25-го — это уже всеобщая забастовка. Весь город стоит. 27-го происходит то, что меняет все. Солдатам приказывают стрелять в толпу, а они отказываются. И не просто отказываются, они переходят на сторону протестующих. Все, это точка невозврата. Государство потеряло монополию на насилие. И уже 2 марта, под давлением со всех сторон, царь подписывает отречение. Так что же это было?
Что стало той самой причиной падения? Давайте попробуем собрать эту сложную мозаику, потому что, как вы понимаете, одного простого ответа здесь нет и быть не может. Смотрите, чтобы понять всю картину, нужно видеть 3 уровня. Первый — структурный. Это долгий накопленный кризис. Усталость от войны, развал экономики, тотальное недоверие к власти — это, так сказать, пороховая бочка. Второй уровень — это действия конкретных людей, акторов. Рабочие, которые вышли на улицы, солдаты, которые отказались стрелять, генералы, которые надавили на царя. Они, по сути, поднесли спичку. И третий уровень, про который часто забывают, это случайность. Суровая зима, конкретные перебои с поставками хлеба именно в те дни, сбои связи — это тот самый порыв ветра, который раздул пламя. Только все 3 фактора вместе и привели к взрыву. Так что если подытожить, падение империи — это не было какое-то одно событие. Это была именно цепная реакция. Одна часть системы отказала, потянула за собой другую, потом третью, и так до тех пор, пока вся конструкция не рухнула. Война просто довела этот стресс-тест до логического завершения. 300 лет правления Романовых закончились. Буквально в одночасье империя исчезла. Но на ее месте образовался вакуум. И самый главный, самый страшный вопрос тогда был: а что придет на смену? Что вырастет на этих руинах? Впрочем, это уже совсем другая история.